Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа «Живите на здоровье» на телеканале Гродно Плюс. И, как всегда, с вами Екатерина Яцкевич. Опытные квалифицированные врачи оказывают вам помощь и отвечают на интересные вопросы о здоровье. Оставайтесь с нами. Синдром раздражённого кишечника. По статистике, от этого расстройства страдает более 20% всего населения мира, и 80% из них составляют люди трудоспособного возраста. Но основной корень проблемы в том, что даже не все врачи знают, как правильно лечить этот диагноз. Сегодня в нашей программе об этом заболевании мы поговорим с гостем нашей студии, кандидатом медицинских наук, доцентом, главным внештатным специалистом по гастроэнтерологии Гродненской области, консультантом профессорского консультативного центра Тамарой Николаевной Якубчик. Здравствуйте, Тамара Николаевна. Здравствуйте, Екатерина. Очень рады вас видеть у нас сегодня в эфире. Тема действительно очень актуальная, но начну с другого. У вас стаж работы, мы даже и не поверим, и наши телезрители не поверят, но более 40 лет. И, конечно, за это время вы встречались с многими патологиями, но какие из них наиболее распространенные вот сейчас, с чем вы сталкиваетесь? Значит, я бы хотела сказать, сейчас имеется рост и воспалительных заболеваний. Если мы вот как раз более о кишечнике говорить, можем сказать, то идет рост, но очень. Самый большой процент, как вы уже говорили, большой процент это составляют пациенты функциональной патологии. Что такое функциональная патология? Действительно, это слово как-то всем непонятно. Вот есть органическая патология, есть воспалительное заболевание, все это знают. Есть вторая, значит, группа. Нарушения какие-то моторики, там, например, запоры, поносы, там еще вот как пример со стороны кишечника. А есть функциональная патология. Если моторика может быть и при функциональной патологии, то моторика может быть, например, послеоперационная, гастростаз, там врожденные какие-то нарушения моторики. То вот нарушения моторики, которые связаны именно с чувствительностью, я ищу просто слово, которое сказать не гиперсенсивность там, организма, а вот повышенная висцеральная чувствительность, внутренняя такая в организме, так, кишечнике, вот она играет роль, вот это и есть функциональная патология. Она бывает не только кишечника, это и желудка, функциональная диспепсия, это нарушение функциональное желчевыводящих путей. Но самое распространенное – это функциональная патология, это синдром раздраженного кишечника. Вот за эти 40 лет, которые вы уже работаете, как-то ситуация поменялась? Стало больше этих диагнозов, стало больше этих больных? Больных, может быть, в какой-то мере и больше стало, учитывая психосоциальные аспекты. Но в то же время мы стали больше и выявлять их, больше возможностей медикаментозных, значит, я бы сказала, не медикаментозных, а именно возможности нашей диагностики. И мы можем выявить это заболевание, а дифференцировать от другой патологии. Тамара Николаевна, а вот актуальность по всему миру, я вот уже сказала, 20% населения страдает этим диагнозом. Какова статистика вот у нас по Беларуси, по Гродно? Такая же. Такая же. Такая же. У нас тоже также много этих пациентов. Еще раз тогда давайте расскажем про синдромы именно этого заболевания. Это заболевания функциональные. Обычно считаются, их нужно исключить органическую патологию. Так? Если ничего нет органического, а человека есть беспокойство, сейчас я о них говорю, то значит это заболевание есть. Стараются все эксперты, значит, ВОЗ, чтобы выявить, какие же конкретно симптомы. Значит, это со стороны синдрома раздраженного кишечника, это нарушение стула, это может быть диарея, это может быть понос и обязательно наличие болевого синдрома. Если есть только запор, если только диарея, нет боли, это не синдром раздраженного кишечника. То есть это отдельные функциональные синдромы. Сопровождающиеся болью. Есть и абдоминальная боль отдельно. А вот сочетание их всех, это бывает при синдроме раздраженного кишечника. То есть не обязательно сочетание запора и диареи. То есть синдром раздраженного кишечника с диарейный вариант, синдром с запором. И обязательно спастические боли, как правило. Да, и должны быть боли. Но что отличает
именно функциональную патологию, именно синдром раздраженного кишечника, что вот этот болевой синдром никогда не проявляется ночью. Если боль возникает ночью, если боль будет человека, значит, это синдром тревоги, это не синдром раздраженного кишечника. Значит, нужно искать какую-то другую патологию. Как интересно, вот вы сказали такой особенный, да, признак, и сразу, конечно, хочется спросить, значит, если человек не обращает на это внимания, да, если его нервная система отдыхает, значит, его и не беспокоят эти симптомы, значит, где-то есть взаимосвязь и с нервной системой? Да, значит, всегда говорят, функциональная патология – это что? Это нарушение оси мозг-кишка, то есть регуляция центральной нервной системы на энтеральную нервную систему, то есть систему желудочно-кишечного тракта, которая регулирует. И обратная связь. В последнее время, наоборот, ученые стараются изучить вот эту обратную связь. К сожалению, что я могу сказать из того опыта, из тех примеров, которые мы видим, что иногда, когда, слава богу, исключается, как вы говорите, вот эта органическая патология, врачи, разводя руками, говорят, ну, это проблемы, скажем, на психическом уровне, и, в общем-то, оставляют пациента, а ведь они продолжают мучиться и испытывать дискомфорт в обычной жизни, верно? Верно. Очень тяжело в этом плане. Почему? Потому что есть у врача, например, даже в лечении клинические стандарты, протоколы, да? Там расписано, что человек должен то-то, то-то сделать. Больные функциональной патологией – это индивидуальный подход, потому что этиологические факторы, то есть предрасполагающие факторы у них разные. А есть по особенности по полу, по возрасту? Вот для кого более характерна эта болезнь? Более характерно, конечно, молодой возраст. Это наше, вот правильно вы говорили вначале, это трудоспособное наше население, так? Чаще женщины. Если в более пожилом возрасте у женщин, это более тяжелое течение бывает. И, как правило, наверное, уже более опасно, и мы будем думать о какой-то органической патологии, да? То есть, если молодой возраст, женский пол, это все, скажем так, факторы риска в данном случае, да? Ну, вы знаете, есть понятие для того, чтобы решить, это функциональная патология или нефункциональная, нужно поговорить о ней, если нет симптомов тревоги. Что такое симптомы тревоги? Вы как доктор понимаете, это изменение в анализах крови, это похудание немотивированное, то есть это изменение температуры, ну и так далее. Каждый доктор видит, что есть данные за органическую какую-то патологию, вот тогда это не синдром раздраженного кишечника. Тамара Николаевна, у нас была даже такая отдельная передача, очень интересная, с профессором Ковалевой, где мы говорили о психосоматических заболеваниях. И действительно профессор выделяла патологию желудочно-кишечного тракта как одну из основных, на которую вот психосоматика оказывает, скажем так, влияние. Вот именно в вопросе с синдромом раздраженного кишечника, какую долю составляет все-таки вот эта психоэмоциональная составляющая? Это относительно большую. Во-первых, психосоциальные факторы могут играть роль. Даже вот, например, семья. Как вырос ребенок? Вот если родители уделяли большое внимание своему здоровью, ребенок тоже будет внимание уделять. И вот это так и эксперты и отмечают, что семья играет предрасполагающий фактор в формировании синдрома раздраженного кишечника наряду с психосоциальными. Вы знаете, что любой здоровый человек, какая-то стрессовая ситуация, если у него возникает, он что? Будет на это, ну, как бы реагировать. А вот если есть еще предрасположенность, значит, тот, у которого есть генетическая предрасположенность к развитию синдрома раздраженного кишечника, он будет реагировать по-другому. То есть и генетика, и к тому же вам нужно быть еще и хорошим психотерапевтом. Ну и, конечно, наверное, питание, определенные какие-то привычки могут спровоцировать, да, вот эти вот приступы. Я предлагаю на время отвлечься и нашим телезрителям, и вам послушать студентов Гродненского государственного медицинского университета, которые расскажут о некоторых вредных продуктах, которые могут спровоцировать заболевания желудочно-кишечного тракта. Мы вернемся буквально через несколько секунд. Существует ряд продуктов, которые следует исключить из своего рациона, чтобы жить долго и счастливо. В первую очередь, к таким продуктам относятся все кислые продукты,
которые находятся в пластиковых упаковках. К ним относятся майонезы и различные соусы, все соки, все газированные напитки, а также маринованные продукты и продукты, в которых содержится уксус. Дело в том, что кислота, содержащаяся в этих продуктах, вымывает из пластика формальдегид. Следующая группа – это бульонные кубики и другие различные приправы, которые усиливают вкус и запах. Третья группа – это трансжиры. К ним относятся все маргарины и продукты быстрого приготовления, а также животные масла с содержанием жирности меньше 82%. Далее идут все колбасные изделия, вареные колбасы, ветчины, сосиски. К ним также относится геномодифицированная продукция. Отдельно стоит обратить внимание на продукты с длительным сроком годности, такие как охлажденное мясо и рыба, которые лежат неделями в морозилках, а также иностранные фрукты и овощи, которые лежат месяцами на наших прилавках. Сюда же относятся иностранные фрукты и овощи, которые хранятся месяцами. Исключение данных продуктов из вашего рациона существенно улучшит ваше самочувствие. Мы вновь в студии программы «Живите на здоровье». Сегодня мы говорим на тему заболевания кишечника, синдром раздраженного кишечника. И у нас в гостях кандидат медицинских наук, доцент, врач-гастроэнтеролог профессорского консультативного центра Тамара Николаевна Якубчик. Тамара Николаевна, ну вот мы поговорили немножко про психосоматическую составляющую, про питание, которое может спровоцировать. Вы уже нам рассказали немножечко, закинули, скажем так, удочку про генетику. Насколько вот эта составляющая играет роль большую? Вы знаете, значит, раньше вот всегда считали, что вот только висцеральная чувствительность имеет значение. Я бы даже хотела сказать, что в последние годы очень большое внимание уделяется этой патологии функциональной и изучаются патогенетические, генетическая предрасположенность, влияние психоэмоциональных факторов. Последние годы в римских критериях 4 2016 года это совершенно новый документ, международный, согласительный, в котором подытожена генетическая предрасположенность. Вот, например, один из таких факторов играет как низкий уровень противовоспалительных цитокинов при заболеваниях функциональной патологии, в том числе и при синдроме раздраженного кишечника, низкий уровень интерлейкина 10. А это имеет значение на восприятие лекарств. Имеется полиморфизм ферментов 5НТ3 рецепторов. Имеется значение, например, протеин, который влияет на регуляцию центральной нервной системы, энтеральной нервной системы и имеет значение для альфа-2 рецепторов. А они регулируют моторику. То есть большой пласт доказательной медицины, очень большой, который говорит о том, что генетическая предрасположенность огромна. Она же влияет на восприимчивость лекарственных средств. И на восприимчивость лекарственных средств. Еще дальше, то, что было известно, вот, например, уже раньше, например, это сенситивность, то есть чувствительность, гиперчувствительность. Один человек ощутил, как пример может, всем будет понятно. Кто-то ударился, там, ой, ничего страшного, мне не болит. А другой уже паникует, ему очень болит. То есть измененный порог чувствительности в том числе. Тамара Николаевна. И вот здесь внутренняя, энтеральная система. Но все-таки это временное состояние или так постоянно этот пациент живет всю свою жизнь с постоянными болями при любом виде стресса? Нет, это уже заболевание, это уже патология. И очень опасно, если, как говорят, пришел, значит, посмотрели, написали лекарство и пошел, с этим индивидуально человека нужно поговорить, чтобы он не включил вот эту обратную связь. То есть он не вошел в эту болезнь, и у него по типу обратной связи еще хуже и хуже, получается, эти синдромы превалируют. И тогда даже гастроэнтеролог иногда не может справиться с этими пациентами без психотерапевта. То есть это все-таки проблема смежных специальностей. И если к вам приходит пациент с данными жалобами, то вы все равно отправляете еще к своему коллеге, да, как и коллеги-психотерапевты отправляют обязательно для исключения более опасных состояний. Вы уже немножко рассказали о дифференциальном, скажем, диагнозе, как отличить это состояние от других опасных. Но все-таки какие опасные заболевания могут маскироваться под синдром раздраженного кишечника?
Значит, одной из самых частых патологий, которая иногда и проходила под видом синдрома раздраженного кишечника, особенно диарейный вариант, это целиакия. Это непереносимость глютена. Да. Мне бы хотелось сказать, вот есть так, есть целиакия, когда врожденная патология, непереносимость глютена, и выявляют ее чаще в детском возрасте, то есть это непереносимость злаков, по-другому, да, вот таких продуктов. Есть синдром раздраженного кишечника, а есть диарейный вариант, а есть синдром раздраженного кишечника, вы просто нет целиакии, но у человека плохо переносит эти продукты, то есть непереносимость глютена. То есть надо знать свои индивидуальные особенности. Надо. И вот наследственность, как у мамы переносила, как дома были, как питались. Это так же, как вот уже непереносимость молока, говорят, да, вот кто-то тоже наследственная предрасположенность. А целиакию нужно исключать. У нас сейчас не так тяжело исключить целиакию. Если у человека имеется диарейный вариант, в первую очередь нужно исключать. У нас есть определение по крови иммуноглобулинов G, тканевой глиадину, тканевой трансглютаминазе, иммуноглобулины А. По крови. Можно даже у нас в профессорско-консультативном центре сдать анализы, и мы можем получить этот ответ. Так, удостоверились, целиакии нет. Ну, еще, конечно, фиброгастроскопия. Угу. Если этот вопрос, сомнительные эти анализы, то нужно, конечно, фиброгастроскопия с биопсией. Что может выявить фиброгастроскопия из опасных заболеваний, которые могут маскироваться? Например, диарейный вариант, или также может начинаться воспалительный процесс, язвенный колит. Тоже дифференциальным диагнозом, конечно, будет. Там чаще кровь бывает, колит, там немножко другая клиника, воспалительная проблема, то есть клиника другая. Мы сегодня не сможем охватить дифференциальный диагноз полностью, но там диагностическим критерием, конечно, является колоноскопия. И есть еще микроскопический колит, который отличить от синдрома раздраженного кишечника можно только при колоноскопии с биопсией. То есть получается, что даже при подозрении на синдром раздраженного кишечника или те заболевания, которые вы сказали в виде колита, надо делать исследования в виде колоноскопии. Да. За рубежом этот метод достаточно дорогой. Поэтому рекомендуют где-то после 45-50 лет только делать колоноскопию. Профилактический в смысле? Да, если подозрения есть. После 50 лет рекомендуют, здоровому человеку нет, а если имеются какие-то дискомфорт, симптомы со стороны кишечника, те или иные рекомендуют ее делать. Если человек молодой и все укладывается в симптомы раздраженного кишечника, и ему назначается лечение, экскивантикус, и ему оно помогает, только нет синдромов тревоги, то можно колоноскопию не делать. Да. За рубежом отдано такой согласительный документ ВОЗ, как рекомендуют национальные стандарты. Угу. Как делаю я, могу сразу сказать, я все-таки человек, который хочет исключить заболевание, и точно, если вначале какое-то лечение не помогает, учитывая, что все-таки сейчас многие заболевания стали встречаться в более молодом возрасте тяжелые, я рекомендую сделать колоноскопию. Она в какой-то мере является, вы знаете, и психологическим таким фактором. Если человек увидит результат и что у него все хорошо, даже эти болевые симптомы переносятся легче. Были у вас такие примеры? Были. Даже в нашем консультации, в нашем профессорско-консультативном центре человек приезжали из района, плохо ему, все, мы поговорили, исследовали. Я понимала, что никто его не убедит, только результат обследования. Сделав, это около 30 лет молодой мужчина, сделал обследование, ему стало намного легче, он убедился, что у него ничего нет. Угу. Это как психотерапевтический эффект взаимосвязь, был. Да, взаимосвязь того, что находится в голове, мысли и функционального составляющего. Скажите, пожалуйста, а действительно есть пациенты, которые ходят по разным врачам с непонятными такими жалобами? Они же ведь могут быть не обязательно у гастроэнтерологов, у терапевтов. Если эту болезнь, скажем, запустить, вовремя не лечить, то это может как-то осложниться чем-то еще более неприятным? Ось
центральная нервная система, энтеральная нервная система, нарушение моторики. Еще одним из примеров, которые есть, сейчас последние годы отдают предпочтение микрофлоре кишечника, как одна из предрасполагающих факторов. Даже есть интересное исследование, что вводили один из вариантов бифидобактерии, и у человека, у которого был синдром раздраженного кишечника, был снижен противовоспалительные цитокины, они нормализовались при наличии дачи пробиотиков. Но ведь микрофлора – это воспаление, ведь от микрофлоры зависит не только синдром раздраженного кишечника, а связывает и другую патологию. В то же время нарушение моторики, они же будут задержка, там кала или наоборот диарейный, нарушение всасывания, то есть синдром мальдигестии, малябсорбции. Все это вместе в какой-то мере будут нарушать обменные процессы других органов и систем. Поэтому нельзя запускать, нужно проводить коррекцию этих синдромов, и тогда человек будет себя хорошо чувствовать, и будет профилактика прогрессирования самого заболевания и профилактика тех заболеваний, которые косвенно могут быть связаны с синдромом раздраженного кишечника. Обязательно вернемся в студию буквально через несколько секунд и продолжим разговор о лечении данного заболевания. Оставайтесь с нами. Дорогие друзья, мы вновь в студии программы и говорим сегодня о синдроме раздраженного кишечника. У нас в гостях Тамара Николаевна Якубчик, кандидат медицинских наук, доцент, врач-гастроэнтеролог профессорского консультативного центра. Тамара Николаевна, ну вот уже забросили мы удочку по тем причинам, которые могут вызывать синдром раздраженного кишечника, усугублять, поэтому вовремя лечить — это, конечно, основная задача и пациента, я так понимаю, и врача, да, совместно. Где здесь доля, вклад больший? 50 на 50. То есть я бы так сказала. Во-первых, нужно поговорить, выяснить, какие же нарушения образа жизни, в питании приводят к тем или другим симптомам. И, конечно, медикаментозное лечение. В частности, например, синдром диарейный. Мы же должны использовать соответствующие препараты. Мы можем влияющие на моторику использовать препараты. Мы можем использовать пробиотики. Рекомендуют международные рекомендации, различные штаммы могут быть использованы. Используются антибиотики, даже рифампицин, например. Это диарейный вариант. Так, только я хочу сразу вас спросить, чтобы наши телезрители нас правильно поняли. Если вы говорите про пробиотические различные препараты, они доступны в аптеках, да, и их можно там и профилактически, и тем более, если это какое-то обострение, пропивать. Но что касается антибиотикотерапии, тут надо быть очень осторожными, потому что, к сожалению, антибиотики любят принимать по поводу и без, да? То есть это все-таки мы возлагаем на докторов больше. Конечно, я просто говорю стандарты, но рекомендованные для того, чтобы так лечили врачи. И антибиотики используются иногда в постинфекционном диарейном варианте СРК. Антибиотики не все подряд, а именно те, которые только в кишечнике. Они не влияют на весь организм. Вот был такой альфа-нормик, и рифампицин – это тот, который единственный, который из антибиотиков рекомендуется. Его важно, должен выписать врач. Его нужно принимать только под наблюдением врача. Следующий вариант – это запор, то есть противоположность. Я бы хотела сказать несколько слов о отрубях. В последнее время были исследования, которые показали, псилиум, кора семян подорожника измельченная, она всасывающаяся, а вот пшеничные отруби не всасывающиеся. Так доказано то, что всасывается, больше имеет эффект при лечении синдрома раздраженного кишечника. Да, именно скорлупа семян подорожника. То есть обязательно надо смотреть на состав, да, особенно людям, которые страдают данным заболеванием. Да, так есть препараты просто из него, вот этих, например, мукофальк был у нас, есть тоже, то есть специально. Вот эффект доказан лучше. И болевой, конечно, вариант есть. А болевой вариант
можно использовать и антидепрессанты. Очень давно был такой препарат амитриптилин. Как-то уже на более современные стали использовать антидепрессанты. Так вот, большая доказательная база именно при синдроме раздраженного кишечника есть на амитриптилин. Как интересно. Ну, то есть это опять же, да, выписывает даже, наверное, не гастроэнтеролог, а психотерапевт, но какое интересное влияние. Да, это препарат. Препарата. А еще хотелось бы сразу сказать, очень простое. В Белоруссии есть препарат. Таблетки с мятой. То есть успокаивающий эффект. Да, вот когда-то, я еще так, учитывая, что я, в общем-то, коренной житель города Гродно и Белоруссии, я вспоминаю, что еще в детстве говорили, а животик болит, только вот мятки нужно выпить. Так? То есть и до сих пор это международные стандарты мята. То есть это и в таблетках, и заваривать Да, можно? да, ну, рекомендуют международные таблеточки мяты. Ну, а в принципе, я считаю, что у нас может быть и просто заваривать иногда небольшие мяты. А что касается немедикаментозной терапии? Это здоровый образ жизни, это хорошее питание. Международные стандарты, диета есть, они рекомендуют. Что вызывает метеоризм? Вот болевой синдром чаще всего связан с метеоризмом. Что вызывает метеоризм, а что нет? Вот, например, как брокколи не вызывает, например, а обычная капуста вызывает. То есть вот надо знать, чтобы принимать ту пищу, которая не будет вызывать болевого синдрома. Кроме того, что это пациент и человек должен знать сам, да, что вот у него данный продукт там вызывает какой-то дискомфорт. Есть какие-то таблицы, которые, может, можно найти в литературе, в интернете, где прямо это прописано? Да, вот FODMAP-диета. Вот можно ввести, и вам выйдет. Так, замечательно, хорошо. А что еще вы по правилам питания посоветуете, кроме этого? Самое главное – хронотерапия. То есть в одно и то же время правильно питаться. То есть человек должен выработать режим питания. Не надо, я сейчас одно покушал, через пару часов, там, сегодня в 12 обед, завтра в 3, послезавтра в 5. У него не будет работать желудочно-кишечный тракт, он не пристроится к его питанию, и может возникать чаще вот эти дискомфорты, а в итоге преднаследственные предрасположенности, те или иные функциональные патологии желудочно-кишечного тракта. Поэтому желательно выработать свой режим и здоровое питание использовать. А вот я хочу о нездоровом спросить, потому что о здоровом питании у нас, конечно, очень много везде информации, и здесь можно, конечно, отдельную передачу делать. А вот особо опасные продукты, которые вы не рекомендуете использовать, потому что они крайне будут вредны? Ну, вы знаете, я, например, таких продуктов, честно говоря, даже не могу сказать, потому что если человек переносит этот продукт, так, и употребляет его в небольших количествах, и он продается, он допущен к употреблению, значит, его можно использовать, так? То есть, если не вредит, да. то все-таки ну, кроме алкоголя, я имею в виду. Так, ну это важно сказать, я думаю. Тамара Николаевна, а вот интересно, какие у вас есть привычки питания? Вот на протяжении стольких лет вы являетесь советчиком, не только консультантом и доктором такому большому количеству пациентов, но ведь я думаю, что и все подруги, все ваши родственники, и все друзья бегут за первым советом к вам. Вы-то сами и какие-то привычки используете каждый день и в семью свою распространяете их? Я придерживаюсь белорусских традиций питания. То есть вот этнические, наследственные какие-то превенции к тем или иным продуктам питания сохраняю и у нас. Вплоть до той же белорусской картошки, но это не значит, что я ее использую 3 раза в день. Стараюсь все-таки использовать хронотерапию, выпить утром воды, выпить чашку кофе не натощак. Так, то есть вот такие превенции есть. Стакан воды натощак. На ночь, последние за 2 часа до еды, как бы, ну, если использовать, то какую-то легкую пищу, кисломолочную, например. Могла бы так сказать, все-таки всего понемножку. И это не так плохо, если ты все переносишь. Если кому-то нужно использовать какой-то очень один продукт питания, то, конечно, будет совсем по-другому относиться, ему будет очень преференции. Скажи, вот это можно, и человек возьмет и наестся этого, да? Конечно, ему будет
плохо. Я, наверное, знаю еще один ваш секрет, который вы сами не сказали. Это все-таки позитивный образ жизни и ваша красивая улыбка, которую вы сегодня дарили нашим телезрителям. Тамара Николаевна, большое спасибо за очень полезный разговор. Мы надеемся, что вы еще будете у нас в гостях. Дорогие друзья, я напоминаю, что у нас в гостях была кандидат медицинских наук, доцент, врач-гастроэнтеролог профессорского консультативного центра, главный внештатный специалист по гастроэнтерологии Тамара Николаевна Якубчик. Уважаемые телезрители, берегите свое здоровье и вовремя обращайтесь к врачам. Телефоны профессорского консультативного центра вы видите на своих экранах, так что звоните. И смотрите нас каждый четверг на телеканале Гродно Плюс. С вами была Екатерина Яцкевич. До новых встреч в эфире.